Короче, зеркало перемен стало неотъемлемой частью игрового процесса, и в какой-то момент своих ГВДшных приключений меня заколебало их чинить. Давай по новой, Миша. На рынке же в это время появились предложения о продаже зеркал с прочкой выше 60. Это были еще первые партии их появления за какое-то событие в империи. Прочку 62-62 купил, прочку 65-72 купил, ну и сверху 70-79. Сижу и думаю, ну вот теперь-то ремонт будет пореже. Но вы не представляете, как же жалко их стачивать. 0 раз после покупки их использовал в бою. Продай меня и поставь все на красное. Ну да ладно, парная гильдия тактиков уже в своем названии вещает, что бой необходимо будет координировать с союзником либо через чат, либо на опыте. Те ребята, которые не успевают расставиться, заметно снижают шансы своей стороны на победу. Некроманту как раз попался вот такой вот маг-союзник. Тот не расставился и пропускал ходы. Ты едешь или нет? Передача сейчас. До момента, пока автоматика не перехватила управление. Но причина его отсутствия оказалась вполне известной. Он собственными руками подал заявку на бой в гильдию тактиков. А высшие силы в это время чекали его протокол и по итогам блокнули перед самым началом боя за какие-то мутные передачи. Далее дуэлька в гильдии тактиков на 16 боевом уровне. Слева степной варвар ярости от фулл ветки кличей плюс атака с ББ и воздаянием. Справа же рыцарь света от статов дефа и ветки света. И еще на моменте расстановки планы обеих сторон понятны друг другу. РС будет играть от коробки, а Степашка ярости будет играть от... Сейчас я вас буду резать! Дочка накладывает медленно на стрелков, и ее подгоняет вожак. Коробочка же РС становится более защищенной. Но это на руку Виверне с ее электрическим дыханием. Все войска рыцаря будут обвешаны бафами уже к моменту подхода сил Степашки. Вожак же наращивает атаку через подгон циклопов, у которых уже подрублена аура страха и 5 единиц морали через объединяющий клич. Максимальная БД работает и у остальных, поэтому вожак продолжает подгонять войска. Идем на войну, сколько мне тебя уговаривать. Да я иду. И вроде у рыцаря коробочка сильная, но она спокойно вскрывается устрашающим рыком. Правда? Стать туда пока некому. Ее кроет ангел. Дочки махаются с грифом, а стрелок выводит из игры вожака, за что кентавры проходятся по ним с удачей. Но и на это стрелку есть чем ответить. Ауч. Пора пить таблетки. Яростный Степашка делает вторую попытку применить устрашающий рык. И дочки успевают заблокировать стрелка. На поле просачивается 3-й уровень крови. Рыцарь железно стоит на своих позициях и фокусит первую дочку. Но циклоп пугает ангела и открывает проход для второй. А буквально перед этим закрытием Виверна незаметно схавала вожака. У меня обед, ясно? А следом за этим заточила ангелов. Ребята, строимся на полник! На место дочки встает Вармонг с разогнанным 3-м уровнем крови и подключенным оглушающим ударом. На ответке он все-таки сливает стрелка. У РС остается защитник, который через способность колун спокойно выдает по 2 удара. И это большая проблема для Степашки. Он давится численностью. И единственное, что стоит попробовать, это лежащие войска на поле. Как вкусненько, ням-ням-ням. Рыцарь пытается переконтрить Виверну с ее отхилом тем, что встает на дочку, но совместными усилиями остатков в победу уходит СВшки. С этого момента я худею. Далее у нас арена малого турнира. Слева 16-й эльф-заклинатель с солдатской удачей и аурой скорости. Справа же классический рыцарь с классическими перками атаки, дефа и защитой от стрелков. ЭЗ не делит своих снайперов на 2 отряда, а оставляет один мощный стек. По нижнему краю арены продвигаются танцы и батят на удар грифа. Такой ход эльфа дает возможность сместить фокус сражения подальше от консервы, который вместе с паладином приходится отправиться в замес. Отправиться-то они отправились, но по щам получают арба от дракона, плюс сверху еще подшлифовываются молнии. Сюда же прибегает танец, и вместе с драком они выжимают из себя все КПД, пока их не отправляют баиньки. В этой резне весь смысл. Грифы с ангелами разменены. Рок одновременно дамажит инков и оттягивает от позиции снайпера латников, но те после атаки подрубают прилив сил и мчатся в уголок. Эльфа очень выручает выжившая единичка Друля, которая снимает ответ и дает возможность Энту выпустить облетающие корни. Лад доблестно танкует весь урон. У него чуть больше 30% защиты и от магии, и от стрел. И ему удается пережить и деревяшку, и всех остальных на поле. Остается 39 латов против 42 снайперов. Ход за последними. И вот это тот самый момент, когда у многих возникает желание порезать эльфов. Первый выстрел проходит с отбросом. Сразу же за ним второй с отбросом. С неба прилетает молния.
И третий выстрел с аналогичным отбросом. Да бля, не могу. Что ж, на этом мы и закругляем сегодняшний выпуск. Если вы устроили на поле экшен или увидели нечто подобное на просторах Империи, то смело присылайте ссылочку, ну и конечно же, играйте в удовольствие.